Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам напомню рецепт, опять-таки, из нашей молодости. Сегодня у нас будет рецепт из школьного буфета. Сегодня будут печенья под названием полено. Мне кажется, эти печенья были одними из любимых. Они у нас кончались в буфете почти сразу, как только начиналась перемена. Самые первые кончались они, а потом уже слоеные язычки. Мне нравились именно эти печенья, мне нравились слоеные язычки, и я очень любила колечки. Да, и, конечно, молочные коржики. Не любила я только, вернее, даже не пробовала только котлеты в тесте. Мама нас как-то научила, что котлеты нужно есть только дома. И сегодня я вам покажу рецепт именно этих печений. Сегодня у нас будет печенье полено. Мне кажется, этот вариант, он более приближенный к этому вкусу, который все когда-то пробовали и который всем когда-то нравился. Попробуйте испечь эти печенья по моему рецепту. Он очень легкий, абсолютно несложный и получится у всех, мои дорогие. И, конечно, мы с вами все перенесемся в нашу далекую-далекую молодость. Ну что, начнем печь, мои дорогие. Сегодня нам понадобится кишмиш, изюм. Здесь у меня 1 стакан изюма, уже промытого. И я его заливаю горячим чаем. В граммах все я напишу вам внизу, сколько именно изюма нужно будет взять. Замачиваю его в горячем чае, в горячей заварке. Перемешиваю, чай не сладкий. И оставляю буквально на 5-10 минут, чтобы изюм хорошенько у нас напух. И начнем делать тесто. Для теста нам нужно будет взять 100 грамм сливочного масла мягкого и 200 грамм сахара. Смотрите, мои дорогие, вы все, наверное, уже поняли, что выпечка – это моя слабость. Поэтому у меня все есть. У меня есть и планетарный миксер, у меня целая куча всяких приспособлений кухонных. Но я вам именно показываю, как все можно было сделать раньше, в далеких 80-х и в 90-х, не имея абсолютно ничего. С одним обыкновенным ручным миксером. У кого-то даже его не было. Сегодня то, что я вам показываю сейчас, смешиваю масло сливочное с сахаром, все это можно, конечно, сделать и миксером. Добавляю соль, щепоточку и ванилин и продолжаю все это смешивать. Масло ни в коем случае не добавляйте растопленное, потому что совсем другая консистенция у теста будет. Добавляю 3 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка соды. Сколько соды именно в граммах я напишу внизу. Чайная ложечка без верха, потому что чайные ложки тоже у всех разные. Добавляю 1 яйцо. Яйцо у меня весом приблизительно 50 грамм. Все это нам нужно будет перемешать. Добавляю изюм, я его уже процедила, высушивать его не нужно. И не нужно его перемешивать с мукой заранее. Сразу добавляем весь изюм. И начнем добавлять муку. Здесь у меня ровно 400 грамм муки. Этот рецепт у меня уже испробован много-много раз, поэтому я знаю, что моей муки сюда идет 400 грамм. Вы берете 350 грамм муки и добавляете постепенно. Может быть, у вас пойдет больше, может быть, у вас пойдет меньше. После 350 грамм вы уже будете добавлять. Тесто не должно прилипать к рукам, но и не должно быть очень крепким. Поэтому в каждом регионе мука разная. У меня мука 11% в ней белка. Даже несмотря на то, что вы возьмете муку с одинаковым количеством белка, у вас может получиться другое тесто. Поэтому постепенно добавляем муку. Никогда не добавляем всю муку сразу. И тесто должно у нас получиться вот именно такое, как у меня. Оно к рукам не липнет. Сейчас я его положу в холодильник буквально на 10 минут, чтобы оно полежало в холодильнике немножко. Накрыть нужно будет пленочкой. И потом уже будем с ним работать. С тестом этим очень легко работать, оно очень приятное на ощупь. Через 10 минут начинаем разделывать печенье. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов.
Мне кажется, мои дорогие, эти печенья самые приближенные по вкусу к тем печеньям, которые мы когда-то покупали в школьном буфете в нашем. Делю все тесто пополам и раскатываю. Вот такую колбаску нам нужно будет сделать. Колбаска приблизительно где-то 2,5-3 сантиметра должна быть толщиной, в диаметре, так сказать. И нужно будет всю эту колбаску разделить на маленькие такие брусочки. Так как печенье называется полено, поэтому будем делать вот такие маленькие брусочки. Как вы уже поняли, рецепт очень легкий, несложный. Нарезаем таким образом весь первый кусок теста. И со вторым кусочком теста делаем то же самое. Переносим все печенья на противень, который я уже застелила бумагой. Смазываю сметаной. Не яйцом, а именно сметаной смазываем. Если у вас нет сметаны, а есть йогурт, то прекрасно делайте с йогуртом. Сверху нужно будет посыпать сахаром. Все, наши печенья уже готовы к выпечке. И будем их выпекать при температуре 180 градусов приблизительно 20-25 минут. Печенья у меня сегодня выпекались ровно 25 минут. Следите, конечно, за духовкой. Как только они подрумянятся, они уже готовы. Очень нежные, абсолютно не твердые, мягкие. Тесто замечательное. Очень вкусное и с молоком, и с чаем, и с кофе. Эти печенья долго не черствеют. Попробуйте, мои дорогие, приготовить. Мне кажется, этот рецепт понравится всем. И тем, что он несложный, и тем, что он быстрый, и тем, что он вкусный. Еще он вкусный от того, что мы его когда-то все пробовали. Мне кажется, сегодняшний рецепт понравится всем. Приготовьте его, напишите мне в комментариях, из каких стран вы меня смотрите и городов. Кто помнит, какие печенья у нас еще продавались в буфетах школьных. В каждой школе, в каждом регионе продавались разные, мне кажется, печенья. Мне очень многие писали раньше. Напишите еще, кто что вспоминает. Очень интересно читать ваши комментарии. Всех люблю. Всем приятного аппетита и приятных воспоминаний, мои дорогие. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока. Всех люблю.